Власти Прибалтики наконец-то убедили своих сограждан в предстоящем нападении России. Вот только результатом оказалась не мобилизация общества против русской угрозы, а разрушение собственной экономики и массовое бегство и людей, и денег из региона. Как именно это произошло? Экономическая ситуация продолжает ухудшаться. Признаки этого жители Эстонии видят каждый день. Например, недавно было объявлено о банкротстве концерна «Балтика Групп», в свое время созданного на основе советской швейной фабрики «Балтика». Концерн долгие годы управлял разветвленным швейным бизнесом в Литве, Латвии и Эстонии. Он пережил все испытания постсоветской эпохи, но в итоге все же погиб. Причиной краха называют плохую экономическую ситуацию в регионе. В свою очередь, старейший обувной магазин Таллина Перекинг объявил, что закроется навсегда 1 января 2026 года. Не мудрено. Даже по сравнению с 2024 годом жители столичного региона стали меньше приобретать бытовую технику и электронику, товары для отдыха, одежду и обувь. Владелец магазина объясняет решение о закрытии чередой кризисов, жесткой конкуренции и безразличием городских властей к местным предпринимателям. Также после 20 лет работы в Тарту закрылся популярный некогда ресторан «Кафе Труффе», принадлежащий известному в стране шеф-повару Иоэллю Астрату. Есть вне дома в Эстонии стало безумно дорого, объяснил Астрат. Такого рода новости жители Эстонии получают практически ежедневно. Закрытие, банкротство, сокращение. При этом многие инвесторы явно потеряли желание вкладываться в местный бизнес. Так издание Post Times публикует беседу с одним иностранцем, пожелавшим остаться анонимным. Человек, проработавший в Эстонии 20 лет, выставил на продажу свои квартиры в Таллине. Перспектив в Эстонии он больше не видит. По его словам, неопределенность слишком велика, а в мире есть и другие страны, где можно найти применение деньгам. А руководитель компании по продаже недвижимости Трианон Сергей Горлач рассказывает, что страну покидают многие жители приграничных регионов. Кто-то нацелился на скандинавские страны, кто-то на Западную Европу, а кто-то на Россию. Они это делают в том числе потому, что население запугано предстоящим нападением России. Наши политики и масс-медиа активно раздувают в обществе военную истерию, говорит он, запугивая граждан и потенциальных инвесторов, говорит депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин, член оппозиционной центристской партии. Результаты мы наблюдаем каждый день. Напуганные граждане продают свою недвижимость в Эстонии, чтобы перебраться на ПМЖ в более спокойные страны. А инвесторы отказываются от реализации в нашей стране выгодных проектов. Не говоря уже о демографической ситуации, семьям сложно решиться на рождение детей, когда им каждый день рассказывают о зловещих планах Москвы. Похожая ситуация сложилась в финской провинции Южная Карелия, ранее жившей за счет российского туризма. По данным Bloomberg, уровень безработицы в Иматре с ее населением в 25 тысяч человек достиг 15%, что значительно превышает средний по стране показатель в 9,1%. Усилился отток молодых людей в другие города. Как пояснила председательница молодежного совета Иматры 16-летняя Сара Виртанин, многие местные семьи столкнулись с финансовыми трудностями, понимают, что в этом городе у них не осталось никаких перспектив и потому уезжают. Ко всему прочему, люди испытывают большие психологические проблемы. Жители Иматры очень боятся войны. Первыми жертвами, которые они в силу приграничного положения своего региона и окажутся. Близость российской границы, когда-то воспринимавшейся в Иматре как благословение, теперь стала проклятием. Свой вклад в невротизацию местного населения вносят и финские СМИ, рассказывающие, что коварству Москвы нет границы, что россияне могут прощупать крепость обороны НАТО именно в Суоме. Сара Виртанин рассказала, что раньше частенько ездила в Петербург на хоккейные матчи, однако сейчас она считает Россию непредсказуемой. И она отнюдь не одна такая. Невротизация охватила большинство финнов, не исключая самых юных. Девушка поделилась: «Я знаю маленьких детей, которые не могут спать, они боятся войны, им снятся кошмары». Люди зрелого возраста, которые в силу жизненного опыта должны, казалось бы, скептически воспринимать госпропаганду, тоже охвачены страхом перед Россией. Руководитель действующего в Иматре Дома-музея ветеранов, 73-летний Ярма Иккевалко, поведал, что у жителей растет тревога по поводу будущего. «Если бы вы еще год назад спросили меня, боюсь ли я бы сказал нет, а теперь у меня дрожат колени», признался Иккевалко.
Еще один житель Иматры, 50-летний бизнесмен Тони Кайнулайнен, считает, что мир находится в шаге от Третьей мировой войны. Экономический упадок, чувство безнадеги и страх перед Россией – вот три главных эмоций, господствующих сейчас в Южной Карелии. Похожая ситуация и в Литве. Минувшим летом глава Литовского национального агентства по привлечению инвестиций «Инвест Литва» Эльюс Чивилис рассказал, что иностранные вложения в эту Прибалтийскую республику за год упали в 16 раз. Чивилис жалуется, что иностранных инвесторов становится все меньше и меньше. Статистика говорит сама за себя. Если за первое полугодие 2024 года в республику извне поступило 239 миллионов евро, то за аналогичный период этого года всего 15 миллионов. В первом полугодии 2025 года в Литве были запущены 13 инвестиционных проектов, открыто 660 рабочих мест. В 2024 году за такой же период были задействованы 22 инвестиционных проекта и создано 1200 рабочих мест. Причиной такого спада Чивилис называет геополитическую обстановку, другими словами, развязанную властями истерию про неминуемое вторжение русских. По словам Чивилиса, общее мнение инвесторов заключается в том, что бизнес-среда должна быть предсказуемой и стабильной, а в Литве этого нет. Главная проблема литовской экономики – собственные политики, которые в режиме нон-стоп рассказывают о русской угрозе. Причем одними рассказами не ограничиваются. В Литве значительную часть населения уже прогнали сквозь курсы обороны и готовятся ввести всеобщий призыв в армию. Кроме того, недавно Литва совместно с другими странами Прибалтики, Польшей и Финляндией вышла из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Этими минами предполагается засеять регионы, граничащие с Россией и Белоруссией. Иностранные бизнесмены видят эти приготовления и давно уже понимают, что с Литвой лучше не связываться. Раймондас Регинис, руководитель отдела исследований рынка стран Балтии компании Оберхаус, сообщил, что еще в 2023 году общий объем инвестиций представителей стран Евросоюза в коммерческую недвижимость Прибалтийского региона сократилось на 50%. По его словам, можно увидеть тенденцию: иностранный капитал уходит из Литвы, уходит с литовского рынка, доверие иностранцев к нашему региону резко снизилось. Немногим лучше ситуация и в Латвии. Ее тоже покидают инвесторы. Из-за цен латвийцы затягивают пояса, экономят на сфере услуг и развлечениях. Люди уезжают, а многие из тех, кто еще не уехал, уже морально сидят на чемоданах. На днях шумиху вызвало откровенное заявление главы штабного батальона национальных вооруженных сил Латвии полковника Антонины Бледане. Население не хочет защищать Латвию. Антонина Бледане сообщила: после начала боевых действий на Украине люди думают так: в этом году теплицу сажать не буду. А вдруг начнется война? Детей тоже рожать пока не будем. Подождем, пока все не утихнет. Мы не думаем о государстве, не думаем о себе как о латышах, как о продолжении народа. Мы думаем о том, как мне будет удобно в данный момент. Полковник поведала, что после начала конфликта на Украине с ней многие обращаются с вопросом, куда бежать в случае войны, а затем призналась, что ее пугает ход мысли латышей. Кажется, большинство предпочло бы уехать, а не защищать страну. Однако такие настроения латышей ничуть не удивляют. Еще в 2023 году в местных СМИ прошли сообщения о закрытых заседаниях Кабинета министров, где обсуждались вопросы эвакуации политической верхушки и создания правительства в изгнании. Также мало кто в стране не знает, что у большинства элиты уже куплены домики у моря или хотя бы квартиры в Западной Европе. Более того, многие женщины и дети из семей политиков и богатых бизнесменов уже там, а в Латвии бывают только наездами. Отцы семейств остались как бы в командировке, деньги зарабатывают. Простой народ видит все это и не готов жертвовать собой, чтобы прикрыть отходы элиты. Нечто подобное наблюдается и в Литве, где патриотосы удивляются результатам свежего опроса о российском вторжении. Согласно опросу, большинство литовцев, 6 из 10, верят в это вторжение. А как не верить, если СМИ дудят об этом в уши каждодневно? Причем половина из опрошенных собирается в ответ на вторжение не защищать страну, а бежать из нее. Больше всего удручают не общие цифры, а динамика настроения молодежи. Среди самых молодых граждан Литвы быстрее всех растет как процент тех, кто реально боится вторжения России, так и тех, кто намерен в ответ на него валить из страны. Ничего удивительного в такой социологии вообще-то нет. Старшее поколение при оккупации уже жило и в глубине души
помнить, что так хорошо, как при оккупации, оно не жило уже никогда. А молодежь из Литвы сбежала бы в любом случае, потому что она и без российского вторжения из нее бежит. С вторжением будет одним поводом больше, иронизирует калининградский политолог Александр Носович. Вот такие вот, друзья, у нас новости.